Привет! Я Лара, и вот уже 8-й год я живу в стране пирамид. И сегодня я исполняю свой давний гештальт. Я в Карнакском храме. На суперпозитивной волне начался наш второй день путешествия по женским храмам Луксора. Первый день вы найдете в описании к этому видео. Утро наступило вместе с потрясающим рассветом. У нас была прогулка по Нилу, а также поездка на каретах по всему Луксору. Вы сейчас понимаете, что происходит? Я практически руковожу лошадкой. На каретах, запряженных лошадками, мы добирались до Карнакского храма. Короче, это не передать ничем. Вот это не передать вообще никакими словами, никакими фото, никакими видео. Это просто нечто. И в течение этих 8 минут я буду много раз повторять, что мои эмоции просто зашкаливают. И это действительно так. Поездка по городу заняла у нас около 20 минут. За это время я таки смогла поуправлять лошадкой, и у нас была отличная возможность посмотреть на центр Луксора. Просторные, широкие, ухоженные и, главное, чистые улицы лично меня очень удивили. А вот и он, главный вход в Карнакский храм. Очередной раз спешу напомнить, я не гид и не собираюсь рассказывать вам исторические факты или информацию, которую можно прочесть в интернете. Я стараюсь передать те невероятные эмоции, которые потоком обрушиваются на меня во время вот таких вот поездок. Признаюсь, Луксор и Карнакский храм занимают сейчас у меня одно из лидирующих мест по поездкам 2021 года. Я часто говорю о том, что стараюсь посещать места, где редко бывает обычный массовый турист. Но Карнакский храм – это безусловный must-have для всех, кто приезжает в Египет на отдых. Перед поездкой сюда я слышала множество отзывов об этом месте, как восхищенных, так и из серии «Ничего особенного». Если вы от кого-то услышите, что Карнакский храм это что-то так себе, люди, не верьте никому. Меня просто разрывает от эмоций. Это нечто, это просто что-то невероятное. Неописуемая мощь, удивительная красота и полное непонимание, как все это можно было сделать. Ребят, это невероятно круто. Вообще никаких комментариев. Карнак – крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное святилище Нового Царства и включает несколько потрясающих храмов. А вот и комната, куда стекаются сотни людей во время зимнего солнцестояния. Но мы спешили на встречу с особой богиней по имени Сехмет. Удивительная статуя львиноголовой повелительницы войны стоит в маленькой часовне. Попасть сюда можно только с хранителем, имеющим ключи, и за отдельную плату. Но ощущения, которые я испытала, находясь возле Сехмет, стоили намного больше. Она была великолепна. Карнакский храм – это всегда огромное количество людей. И сделать фотографию на фоне достопримечательности без толпы невероятно сложно. Чтобы вы понимали, нам очень сильно повезло, потому что мы приехали сюда, может быть, в начале 9-го, пол-9. И нас тут было мало. Вы видите, что происходит сейчас. А если вы хотите полного уединения в Карнакском храме, приезжайте-ка сюда к 6 утра, к самому открытию комплекса. И задержитесь тут на весь день, чтобы увидеть это место во всей его красе. Я невероятно благодарна этому месту за те эмоции, которые я сегодня испытала. И еще раз говорю, ребят, никому не верьте, никому. Пока вы не увидите сами, не верьте никому. Для меня Карнакский храм – это просто удивительно, уникально, the best. Полдня пролетели как несколько минут, но я дала себе слово вернуться. И завершаем нашу двухдневную поездку мы еще одним храмом. Храм Хатхор был самым первым из тех мест, которые я стала посещать с целью получения особой энергетики.
Богиню Хатхор я очень люблю. Я не знаю, чувствую с ней что-то общее, наверное. Храмовый комплекс носит название Дендеры. Находится на западном берегу Нила, рядом с городом Кена. Это место для меня реально особенное. Я не знаю, почему. Объяснить вообще все это сложно. Как, собственно, и вообще сложно объяснить, что же такое Египет. Вот именно тот Египет, который я вам показываю сейчас. Это Египет. А сзади меня храм Хатхор, который я очень люблю. И я надеюсь, что он понравится вам так же, как нравится мне. Хатхор – богиня любви и радости, танцев и песен. Она оберегала матерей с детьми. Хатхор заботилась о живых и провожала умерших в подземный мир. Богиня неба, которая в древнейшие времена почиталась как корова. Именно поэтому у нее такие очаровательные коровьи ушки. Хатхор, родившая солнце, в египетской мифологии дочь бога солнца Ра. Одно из ее воплощений – это уже знакомая нам богиня Сехмет. Комплекс отлично сохранился. Очень странно, что в этом месте бывает так мало туристов. В этот раз, кроме нас, было всего лишь несколько египетских семей. А нам удалось побывать в самых неожиданных и таинственных местах, и даже в подземелье. Если вас хотя бы немного пугают замкнутые пространства, то несколько раз подумайте, прежде чем спускаться в эти подземелья. Я не раздумывала ни минуты и залазила во все места, в какие только было возможно. Как, собственно, и вся наша энергичная группа. Ну а теперь отправляемся наверх. Кстати, отправляясь в путешествие по Египту, рекомендую одевать только удобную и лучше закрытую обувь. Шлепанцы и каблуки здесь будут неуместны. Еще немного времени, чтобы ощутить удивительную энергетику этого места. Побыть наедине с собой, рядом с богиней красоты и любви Хатхор. Лично мне не хотелось покидать это место, но пришло время отправляться в обратный путь. Вот и подходит к концу наше очередное приключение. Но очень скоро начнется новое. А я говорю спасибо тем храмам, в которых мы были. Спасибо той энергии, которая нас окружала, и замечательной компании девчонок, которая собралась не просто так вместе. У нас была отличная команда, которая собралась неожиданно, это было реально круто. Да, девочки?